Всем привет, с вами Одно Яйцо. Вы никогда не думали, что вообще происходит в Форсакен? Почему убийцы сражаются с выжившими? Что за NPC? Что они говорят и зачем? Что за ахинея творится вокруг? Я что, попал в дурку? Вообще, у всего этого есть своя подноготная, а именно лор, а.к.а. сюжет. Раскрывается он нам через игровые диалоги, описания, комментарии разработчиков и даже АРГ. Но есть один большой нюанс. Игра находится в альфа-версии, причем не только геймплейно, но даже и лорно. Так что глобальный лор в игре, он как бы есть, но его как бы и нету. Но, тем не менее, обсудить есть что. Например, кто виноват в том, что вам приходится чинить 100 генераторов? Кто виноват в том, что все взяли билдерменов, а вы на Джейсоне? Кто виноват в том, что игра на тутайме? Ну ладно, тут никто не виноват. Короче, на все эти вопросы есть свои ответы, которые я объясню в этом видео. Давно хотел прикупить робоксы по самой дешевой цене? Тогда заходи на сайт Roblox.Sell. На этом сайте вы сможете купить робоксы по самым выгодным ценам. Roblox.Sell имеет огромное количество положительных отзывов, а значит им можно доверять, это я проверил лично. На этом сайте робоксы всегда есть в наличии, а для желающих получить их совершенно бесплатно сейчас действует акция. Делись своим промокодом с друзьями и получай робоксы с первой покупки друга, а также выполняй задания и получай за это робоксы. Покупай робоксы дешевле, чем где-либо, не беспокойся за безопасность своего аккаунта. Используйте мой промокод ONEEGG при покупке робоксов и получайте 20 робоксов в подарок. Все это только на Roblox.Sell, ссылка на сайт в описании. Окей, давайте сразу проясним. Это не видео о лоре и истории каждого персонажа, их личной драме, это видео о том, что творится вокруг этих персонажей. Я буду говорить о том, какие события вообще происходят в игре. И первыми догадками для нас послужат NPC в лобби. Некоторые из них рассказывают вам свои истории, как они попали в это странное место, из которого нельзя выбраться. Для нас самым интересным NPC являются часы. Они дают нам возможность оставаться в лобби и не заходить в матчи прямо как и NPC, потому что мы спокойны. В то же время, если мы начинаем чувствовать беспокойство, то мы наоборот отключаем режим АФК и отправляемся в матч. И доказывает нам то, что это не просто игровая условность, а сюжетная деталь, NPC Синий Олень. Самый беспокойный и агрессивный NPC из всех, который мог даже убить игрока. И в недавнем обновлении он пропал из лобби, но при этом появился в матчах как скин на Дусикара. Так что сюжетно можно записать карандашом, что в матче Форсакен отправляются только выжившие с сильными эмоциями. Но почему они туда отправляются и кто их запер? Этому тоже есть ответ. Если вы походите по лобби Форсакен, то возможно вы найдете части кода. Первый код вы найдете, если кликните по телевизору с пандой. Второй код находится в хижине на картине. Третий код даст вам NPC при неправильном ответе. И последний, четвертый код находится в этой мигающей лампе. Она мигает не просто так, это азбука Морзе, которую вам нужно расшифровать, чтобы получить код. И рядом с последним кодом будет лежать магнитофон, который подскажет вам искать в другом месте. А то есть в другой игре. Да, разработчики заморочились и спрятали в лобби целый квест, который нам нужно пройти. Во-первых, заходим в Buckshot Frenzy. Игра, связанная с разработчиками Форсакен. Зайдя туда, рядом с вами будет 4 портрета. И как раз на них вам и нужно ввести найденный код в лобби Форсакен. А именно А2, вопрос 4, С1 и Д8. Нажимаем на деревянную плиту и нам открывается путь. Пойдя по нему, нас встретит длинный коридор и закрытая дверь, за которой стоит некто. Как ты сюда попал? Так слухи были правдой? Ты ходишь по тонкому льду, копает так глубоко. Но ты ведь уже это знаешь, не так ли? Не мне тебя отговаривать. Моя цель просто помочь тебе и другим найти то, что ты ищешь, как бы глупо это ни было. Я знаю не все, далеко не все. Я всего лишь надломленная душа, которая осмелилась подойти слишком близко к солнцу и поплатилась за это. Но по своей глупости я что-то обнаружил, что-то, чего он никогда не хотел, чтобы я видел, что-то, что заставило его поместить меня в этот вечный ад. Я бы отдал находку тебе, чтобы ты остановил это безумие, но оно забрало у меня то, что было украдено. Теперь мне нечего тебе предложить. Я расскажу тебе. Когда он затаскивал меня сюда, я увидел, как он изменил реальность, как он деформировал мир вокруг себя. Есть кое-что, что вы должны знать. Он меняет не только окружающую среду, но и вас. Каждый ваш шаг приближает вас к его влиянию.
И все же в этом давлении можно найти возможность. Если вы сможете выдержать его давление хотя бы 5 минут, то вы сможете найти подсказки, его части, которые он оставляет позади, которые он не может скрыть. Я не знаю, сколько у вас времени осталось, прежде чем он поймет, что вы знаете о нем. Он учится и адаптируется, не дай ему загнать себя в ловушку. У тебя преимущество. Действуй без колебаний и найди его следы, прежде чем он узнает о тебе. Можете идти за ним, но все равно остерегайтесь. Вокруг него все не то, чем кажется. Я не могу тебе сказать больше. Теперь ты сам по себе. Если ты выживешь, ты сделал то, что я не смог. Но если и ты провалишься, надеюсь, что никто больше сюда не сунется. Что ж, удачи и прощай. Иди нахуй. Что это сейчас вообще было? Секретные коды Форсакен, которые перенаправляют нас к челу за дверью, который несет бред сумасшедшего про всесильного монстра и деформирующего реальность. Как это все вообще относится к Форсакен и как это продолжить, я хочу еще. Но вот проблема, я хз как продолжить. По идее, я должен был выйти из игры и в течение 5 минут ничего не делать, пока существо пытается меня заманить обратно фразами типа «Ты где? А я не уходил. Вернись и играй, ПЖ. Скинь лицо». И другие ужасающие фразы, которые должны вас заставить идти играть в Roblox, а не стоять в меню как истукан. Но вот проблема, у меня ничего не появлялось. Я стоял 5 минут и в лобби, и в меню Roblox, и даже вышел из компьютера. Ничего не помогло, я хз, где должны появляться эти фразы и как продолжить РГ. Может, я что-то делаю не так. Ты просто тупой. Нет, мама твоя. Ты приемный. Бля. Короче, чтобы узнать, что было дальше, мы будем опираться на Вики Форсакен. По истечению 5 минут нам должны дать ник Roblox аккаунта, связанного с АРГ. Дальше вообще начинается полный расколбас. Короче, у первого Roblox аккаунта, связанного с АРГ, в друзьях есть второй Roblox аккаунт, связанный с АРГ. У них обоих в описании есть шифры, у первого Roblox аккаунта еще на майке есть специальный ключ, если его расшифровать, мы получим ссылку на третий Roblox аккаунт. Шифр третьего Roblox аккаунта нужно соединить с шифром второго Roblox аккаунта, чтобы найти четвертый Roblox аккаунт. И у этого четвертого Roblox аккаунта есть недоступная игра, в описании которой есть какой-то шифр, который нужно разгадать шифром Цезаря, на что намекает описание третьего Roblox аккаунта. И когда вы разгадаете все шифры Roblox аккаунтов, вам откроются 2 истории людей и 1 специальная игра. Ну давайте начнем с истории. Первая история — это история Тайлера. Значит, жил-был Тайлер, прилег отдохнуть на кроватку и, короче, оказался в Форсаке. Ну, казалось бы, обычная ситуация, но в катке было всего 2 человека — Тайлер и Джейсон. И я хз, походу Тайлер был полным анскиллом без команды, потому что Джейсон убивал Тайлера раз за разом. Самыми изощренными и жестокими способами, которые только видел мир. О, когда Тайлер возрождался, Джейсон его снова убивал. А рядом было существо, которое сидело и ржало над Тайлером каждый раз. И так оно рофлило над Тайлером 200 лет подряд, пока Тайлер не стал дед-инсайдом и вообще перестал испытывать эмоции при убийстве себя. И тогда существо, хрен знает, что сделал с Тайлером, но Тайлер, он будто как бы не живой, но живой. Короче. Вот можете поставить на паузу, узнать, что Тайлер об этом думает. Я погиб, но я выжил. Если вкратце, то история Тайлера закончилась на том, что тот стал привидением, которое стало наблюдать за работой существа и начало писать о нем книгу под названием «Спектр». Теперь будем называть это суперсильное существо, которое управляет миром Форсакен, Спектром. И есть еще одна история, как Спектр докопался до человека, но уже до Дэвида. И там прям такая библейская история. Дэвид, он был слишком молодым, чтобы быть приговоренным к вечным мукам, к вечному аду. Но Дэвид все равно туда попадает, потому что хочет больше власти. И вот если Тайлер был просто ноунеймом для нас, то возможно, что Дэвид является персонажем, за которого мы играем, а именно Кулкидом. Потому что Дэвид молодой, а Кулкиду как раз по возрасту... Сколько лет? Дальше у нас ссылка на игру «Вопрос-ответ». Я пытался ее пройти на видео, но игра поняла, что я олух и не смог до нее дойти самостоятельно. Так что проявим магию монтажа. Спектр. Код. Адские игры. 200 лет подряд. Тайлер. Тут можно ответить что угодно. Да. Нет. Ответ снова не важен. Нет. Да-да-да. Короче, если ответить на все вопросы правильно, то в конце вы получите секретный шифр. Если его расшифровать, то мы получим... Его имя Элиот.
Что, ребята, Элиот как-то связан с Спектром? Может, Элиот и есть Спектр? Может, Элиот контролирует эти все игры? Может, он главный мастер-майнд? Нет, Элиот это просто Элиот. Непонятно, зачем его упомянули, ведь его имя никуда не ведет. Возможно, в будущем это как-то раскроет, но пока, просто Элиот. Далее заходим обратно в Buckshot Frenzy. Умираем, возрождаемся в ванной. Смотрим, что на раковинах разные оттенки цвета, эти оттенки цвета нужно сопоставить с цифрами, и тогда мы получаем цветовой код, который нужно ввести в личную игру первого аккаунта, и тогда мы получим аудиофайл на наш компьютер, который гласит следующее. Эй, да ты все прошел, ты какой молодец, Не думал, что кто-то сможет, это круто, да. Но у меня пока ничего нет для тебя, не готово ничего, так что, иди отсюда, приходи там через годик, иди отдохни пока, тут ничего нету для тебя, тут АРГшка заканчивается, мы не закончили, все, да, иди на. АРГ закончилось, да, разработчики закончили его на полусловии, может быть когда-то продолжим. Но все равно из этого АРГ, даже не полного, мы уже многое узнали. Например, Спектр. Именно он управляет миром Forsaken и затянул всех выживших и убийц в эту игру, потому что Спектр питается их негативными эмоциями во время матча. Также мы знаем о нем еще пару фактов с помощью разработчиков. Если вы зайдете в группу Forsaken в Roblox, то вы заметите, что ее создал Спектр. Да, у Спектра есть Roblox аккаунт, и судя по нему, выглядит он примерно так. Также именно Спектр оставляет на карте аптечки, блоксиколы и прочее снаряжение. По словам разработчиков, у Спектра нет своих любимчиков среди выживших и убийц, но ему не нравится Гость 1337. Именно из-за этого у Гостя нет своего оружия или предметов, как у других выживших. Значит, Спектр это как сущность из Dead by Daylight? Да, это как сущность из ДБД.